Всем большой привет-привет! И случай, надо сказать, сегодня у нас необычный. Хотя дальше я разобралась, и все стало совсем-совсем понятно. Ну, во-первых, увидя эти ручки, я сразу спросила, не художница ли она. И, как выяснилось, да, человек творческий, и иногда она просто нервничает. И именно поэтому у нее такое состояние ногтей. И самое классное, что это совершенно точно поправимо. Дело в том, что девушка на нервной почве совершенно неосознанно, банально ковыряет себе указательными пальцами большие. У меня уже есть подобные видео, и сейчас этот случай просто достаточно, ну, так скажем, сложный и глубокий. То есть расковыряла она здесь все это знатно, но это совсем не значит, что проблема нерешаемая. В данный момент я стараюсь хотя бы как-то минимально зачистить кожу вокруг ногтя и счистить просто с него все, что в него въелось. Ну, то есть, да, на ногте присутствует грязь, но не то, чтобы она руки, да, там не моет или она грязнули. Нет, совсем не в этом дело. Дело в том, что при вот таком травмировании и ковырянии, конечно же, появляются на ногте неровности, чешуйки вздыбливаются, ну и грязь, собственно говоря, забивается, самое обычное, особенно у художницы. Конечно, туда попадает краска. В общем, наша задача будет максимально убрать длину свободного края, вот как у нас получится, так и уберем. Как вы видите, ногти такие немножко с бугорками, ну, сильно с бугорками, ладно. И, конечно же, спилить эти бугорки у нас не выйдет, поэтому мы должны будем их заложить полигелем. Ну, или можно сказать, запротезировать, не побоюсь этого слова. Вот. А теперь я убираю керамической фрезой. Кстати говоря, она такая мимимишная, она розовенькая, такая хорошенькая. Керамической фрезой убираю остатки заглублений, вычищаю вот эти вот все желтые места, вот все, что нам не нравится, все, что некрасиво, все нужно почистить. Только давайте сейчас не будем писать, что это грибок, и мы все сейчас от этого умрем. Нет, здесь нет никакого грибка, и вообще ставить диагноз через экран, это, конечно, не очень разумно, честно вам скажу. Потому что такой диагноз может поставить только врач после того, как вы сдали анализы. Короче, это совсем другая история. Сейчас не об этом. Сейчас разговор идет о зачистке. Такие изменения действительно могут быть, если просто постоянно травмировать ростковую зону ногтя. Все настолько элементарно. И когда я этой девушке сказала, что все, что ей нужно делать, это ничего, она очень сильно удивилась. Конечно же, я ей пояснила, что ничего имеется в виду, что просто эти самые ногти больше ей не трогать. И мы с ней договорились, что с этого самого момента, пока я стараюсь ей помочь, она больше с этими ногтями никак не взаимодействует. Максимум, что я ей разрешила, это пользоваться маслицем. В конце покажу. Потому что, вы знаете, я столкнулась с тем, что клиентам нужно даже объяснять то, как нужно втирать масло. То есть вообще философию использования масла, потому что, люди об этом не думают, это не их специфика работы. Вполне такое может быть. В общем, это абсолютно нормально, если ваш клиент не знает, зачем, почему и как ему втирать нужно и куда там это масло. Поэтому будьте добры, расскажите, и жизнь станет немножко легче. Но мы тут уже все вычистили, и сейчас я наношу тонким слоем базу. До этого у меня был праймер. Отправляем все это дело на просушку. Как видите, база у меня жидкая, и это прям, ой, как удобно в данной ситуации. Я люблю на подложке именно жидкие базы использовать. И дальше, после просушки базы, нам нужно будет взять полигель. У меня какая-то вымученная баночка полигеля, по-моему, от Bonetics попалась. Но учитывая, что у меня просто было очень сильно ограничено время и нужно было в срочном порядке решить ситуацию, в общем, взяла тот полигель, который был. И, конечно, здесь нужен прозрачный по возможности, чтобы вы имели техническую возможность наблюдать через этот полигель, что же там происходит. Потому что на случай, если вы где-то не дозачистили и пошла какая-нибудь, не дай бог, зеленуха, надо, конечно, это дело все бегом снимать. Но я думаю, тут понятно, да, зачем нужна прозрачка. Дальше. Выкладываем полигель стандартненько. Да, эти два ногтя будут объемные, но они будут гладкие, а это значит, что когда она их будет трогать, они не будут ее раздражать, и она не будет их ковырять дальше. Если она хотя бы 10-12 дней вот это вот проносит, это будет абсолютная победа. Дальше она придет, мы это снова снимем, снова все зачистим и опять запротезируем. И так будем делать до тех пор, пока мы не отрастим нашу ногтевую пластину. И, конечно, я очень буду верить и надеяться на то, что
что она будет работать над собой, будет стараться себя контролировать, потому что одной моей работы здесь, к сожалению, будет недостаточно. Ну, а вы можете уже наблюдать то, что ноготь выглядит приличненько и симпатичненько. Да, просвечивают все эти неровности, но это как раз то, что нам нужно. И вообще мы с ней договорились, что если она эти ногти мне отрастить поможет, если все будет хорошо, то я ей забацаю какой-нибудь очень-очень классный маник. Тем более она художница, значит, мы будем с ней на одной волне, значит, она творческая и точно можно будет что-то необычное сделать. Ну и, как обещала, показываю маслицы, то есть показываем клиенту, как нужно капать и как это самое масло нужно втирать, и объясняем для чего. А для того, чтобы улучшалось кровообращение, чтобы ногти росли быстрее, чтобы быстрее у нас все это дело прошло. Вот такие вот два красавчика у нас получились. Да, похоже немножко на лепешки, но пока так нужно. И не забываем, время было ограничено, иногда чем-то можно и поступиться. Зато более-менее проблему решили, дальше будем ждать результатов. Ну, держим пальчики за нее и пожелаем, конечно же, ей удачи, ведь она будет смотреть и читать комментарии, так что надо человеку помочь.